Первый клещ. Ах, ты думаешь, полакомишься, что ли? Сейчас, ага. Надо же, из-под снега пробивается зелененькая. Ай, ё-моё. Ё-моё. Выбрала довольно легкий маршрут, но по итогу уже очень долго иду, потому что дорога сложная. А сейчас в тайге идет таяние снегов, снег сходит, и она сложно доступная в этот период. Я даже стоять не могу, скользко. Вот. И поэтому я решила выбрать маршрут попроще. Все классно. Почему? Потому что я уже провалилась в воду по щиколотку, подцепила первого клеща, видела бабочек и много мух, и даже комара. Такие дела. И я иду такая счастливая, что это все со мной приключилось. Вот такие дела. Первая моя заслуженная вода. Чем выше поднимаешься в горы, тем больше снега. Какую-то железку нашла. Наверное, квадроциклисты потеряли. А я решила прихватить. Во-первых, чтобы мусор в тайге не валялся. Во-вторых, на стоянке пригодится. Какой крупный морали след. Тут полно моралов. Я снимала их зимой, когда сюда ходила. Вот еще. Крупный. Ну вот она и стоянка. Наконец-то я дошла. Вот в этом шалашке я хочу сегодня спать. Попробовать. Опа. Привет, чувак. Как жизнь? Ну, так я буду сегодня здесь спать. Кстати, хорошо, что здесь есть каремат. Я взяла еще один на 2. Будет теплее. Такое ощущение, что здесь прям холоднее. Тут даже вон под фонарик есть. Здорово. Это типа спас одеяло и клеенка. Вот, кстати, там немножко влажно. Но за счет того, что здесь клеенка, я думаю, нормально будет. Спальник у меня теплый. Пусть открытая будет, проветривается. И на улице такое ощущение, что немножко теплее, чем там. Может, туда тепло, пускай заходит. Такой у меня скромненький, можно сказать, обед. Маленькие сушечки. Их надо растягивать, потому что я на 3 дня в походе. Это сушеные яблоки и сушеная пастила яблочная.
Домашнее это меня угостили. И такой нектаринчик и батончик арахисовый. И здесь цикорий с молоком. Знаете, когда я сюда с печкой зимой ходила, у меня засела мысль переночевать в этой деревянной палатке, в этом шалашике. И эта мысль меня вот до сих пор не отпускала. И почему-то хотелось именно вот когда еще снег лежит, когда довольно прохладно, чтобы вот понять, как там будет ночью спать. Качелька. Уху. Главное, чтобы сухая ветка не обломилась, потому что эта качеля привязана на толстой сухой ветке, чтобы не вредить дереву. Поэтому она может и обломиться. Блин. Потом на пилю поутаскиваю. Это, кстати, эти я зимой пилила. С той стороны они такие длинные были, а эти остались концы. Сейчас и их допилю. Кстати, преимущество того, что здесь снег, это то, что здесь вот маловероятно клещи. Хотя, может, на каких-то кустиках и сидят, но в чем я лично сомневаюсь. А вот там, где снег уже подтаял, на южных склонах, там уже много клещей. А тут можно сильно не бояться, но на всякий случай лучше осматриваться. О, заодно пихту освободила, а то она была прижата этими корягами упавшими.
Аж жарко. Сразу согрелась. Опа. Прям на пилу. Молодец, Алина. Ой, умора. Было бы смешно, если бы не было так трудно. Рога. Вот какая кора. Пилила специально такие чурбаны березовые. Они горят долго и много тепла дают. Кстати, снег сильно мокрый, и у меня уже ноги вообще все аж хлюпают, промокли. Придется как-то, наверное, попытаться у костра все это обсушить. Ну, вот столько я дров натаскала, надеюсь, мне хватит. Ну, тут для розжига. Синичка. Такая синичка и разговорчивая, любопытная. И главное, не боится. Что-то там подбирает. Синичка попозировала мне. Наверное, что-то хотела, чтобы я ее угостила. А у меня ничего такого нет, что можно синички. Как же я семечки-то забыла. Я ленюсь, даже не стараюсь, такие длинные пилю. Для костра можно. Сейчас мне некоторые скажут, что вообще можно не пилить. Да, можно не пилить. Но когда дров много напиленных, можно такую кучку сделать аккуратную, и жара будет больше. А когда вот эти же дровины, их там штук 5 сложишь сразу до концов, во-первых, тут лавки мешают, во-вторых, они уже не будут такого объема давать. Вот я пилю именно из-за объема, чтобы регулировать костер, потихоньку подбрасывать. Да и вообще полезно попилить, чем-то заняться.
Кто молодец? Алина молодец. Столько дров я напилила. Тут у меня огромные, тут помельче, тут сухие и такие потоньше. Тут веточки. Я люблю так все разложить. Здесь такие кора, и вот еще остались, может, вечером попилю, когда темно уже будет. Здесь воды нигде нет. И здесь не вообще, вот сколько я шла и сколько завтра буду идти, нигде воды нет. То есть сейчас такой мокрый снег, его в руки берешь, и он прям хорошо тает. И вот это вот и будет моя техническая вода. Вот я руки мою. Холодно, правда. Ну, потом, конечно, я потоплю в костре. Думаю, пока светло, надо маленько обустроиться, спальник достать, чтобы он распушился. Потом в потемках неохота это делать. Я не брала никакую лампу, кроме фонаря налобного. А сейчас жалею, думаю, надо было взять, повесила бы там. Ну, налобный фонарик, конечно, потом повешу. Карематы одинаковые, не перепутать бы. Но этот, конечно, более старый. Почему-то здесь пахнет животными, вот этими моралами, косулями, копытными. Может, из-за того, что трава преет под пленкой. Затея еще та, да? Алина как что придумает. Не, ну тут летом-то еще нормально ночевать, но сегодня будет холодно. От земли прям вообще леденит. Хорошо, что тут еще один каремат есть. У меня еще есть конденсатник. Вот не знаю, буду ли я его надевать. Тут от ветра-то, в принципе, защищено. Но я его могу подстелить под спальник. Как дополнительный слой. Опа. Честно сказать, я не люблю конденсатники, потому что они, блин, все почему-то вот такого цвета ужасного. А мне хочется эстетики, чтобы красиво было. И когда вот спальник засовываешь вот в это, становится очень некрасиво. Тем более, когда спальник красивый. Но зато это эффективно защищает от ветра. От конденсата не всегда защищает, а от ветра защищает. Ну вот он, мой дорогой пуховый спальничек. Зимний. Но, честно сказать, я очень сомневаюсь, что в мороз я в нем не буду мерзнуть. Ночевала я в гамаке, чуть немножко подмерзала. Ну вот как-то так я буду сегодня здесь жить. Вот такой мой маленький домик. Ничего так. Да, жаль, лампу не взяла. Хорошая вешалка. Здорово. Ну все, пускай спальник распушается.
Ворона как будто гавкает. Такая. Кау-кау. Так хорошо на улице. Сейчас уже где-то 6 вечера. А так светло и солнышко, так хорошо. И ветра пока нет, это радует. Наконец-то наступает то время, когда я сейчас буду вечеровать. Разведу костер, буду вкусно кушать, сидеть, балдеть, петь. Ой. Надо будет сушить. Ой, вообще мокрые. Капец. Ну, там вряд ли видно, что там вода бежит с них. Но она бежит. Ой, как хорошо. Тепленько, сухо. Какое счастье. Много ли надо для счастья? Стельки выжимала, с них тоже вода бежала. Ну, как всегда, Алина включила камеру, и самолеты какие-то полетели. Все как обычно. Так, пока у меня там закипает вода. В котелке это будет техническая вода, а в чайничке там чай потом заварю. Уже очень быстро вода растаяла, и я уже дополнительно добавила снег. Просто не стала снимать. Ну, у меня, как всегда, любимое мое блюдо будет. Просто я очень его люблю. Картошка, морковка на шампурике. И я хочу... Ну и тут у меня, и эту я просто так съем. Хочу ее пока что почистить, порезать, пока там угли готовятся. И, так сказать, замариновать. В этот раз я не майонез взяла, а... Так, пока сюда буду кидать шкурки. Деревенские сливки. Я часто покупаю
Именно деревенские, домашние сливки. И вообще продукцию домашнюю очень люблю покупать. Картошка, кстати, тоже домашняя, морковка тоже. Можно, конечно, подсолить. Но я, наверное, не буду. Я и так люблю. Да, уже сливки, не сливки, уже в сметану превратились. Так, ну и все это перемешиваем. Хорошенько, чтобы все смазалось. Было жирненьким таким, вкусненьким. И оставляем ненадолго, пока у меня вода закипает. Опачки, закипело, да еще как. Дым. Дым. Так, техническая вода у нас есть. Кипит. Так, добавим туда мятный чай. Да, в пакетике, но решила в пакетике взять, ладно уж. Потому что к мятному чаю, опа, будет пихта. О. Блин, сломалась. Морковку лучше брать, ну, такую толстую прям. Но у меня не было. Иначе ее надевать на шампур прям очень сложно, она ломается. Так, надо куда-то, чтобы не сгорело. Опа. Ботинки у костра все равно не просохнут, а только могут сгореть. У меня точно могут. Да и пепел на них летит. Решила я их пока просто повесить. Пусть проветриваются. Хоть маленько-то, может, подсохнут. Сейчас у костра 10 градусов. Вроде бы картошка готова. Такая она классная. Пахнет прям вот картошка со сливками. Время 8 вечера, а птицы поют. Как же классно. Тишина такая. Только птицы и костер.
Настало время зефирки. Да, я в этот раз зажарила, так зажарила. Конкретно так. Она у меня вот такая. Тоже вкусно, с корочкой. И чай вкусный с пихтой. Так вот я придумала. Принесла сюда носки, стельки вот так вставила, ботинки повесила. И все это недалеко от костра. То есть тепло идет туда. Потихоньку сжигаю такую длинную березовую рухлядь. Она вся мокрая насквозь и трухлявая, тяжелая такая. И вот такие бревна березы я очень люблю, потому что они мега долго горят. Они, кстати, горят, потому что постепенно они просыхают. Сначала кора начинает гореть. И в итоге, постепенно просыхая, она очень долго горит и отдает много тепла. У-ху! Народ, время 10 час вечера. Ой. Алина кайфует, балдеет, сходит с ума потихонечку. Птицы до сих пор поют, но это уже ночные. Все, лето пришло, ура! Это я уже на завтра набираю. Сейчас растоплю снег. Кипятить не буду, чтобы завтра быстрее можно было чаек согреть. Я тут еще воду подогрела, сейчас буду умываться, зубы чистить. Так, поставим как раз вот сюда. Чайник вот сюда. Чувак,
Сохрани мои дрова, хорошо? Договорились? Как вот ее закрывать только? Вот это вообще. О, а шеха одного. Здорово, Алина. Так, палочку куда-нибудь сюда. Да. Сложность. По-моему, мне придется щелью спать. Ну ладно, это не страшно. Ой, ой, мама родная. Дубль 3. Ёшкин кот. Как же ее закрывать-то? О, что-то я вроде сообразила. Вот будет такая щель тут. Вот так я закрыла дверь. Вот такие щели. Ну, тут благо тент закрывает обе. Ой, здравствуйте, дикие животные. Вообще-то хоть там и щель, пока что, по крайней мере, сильно не задувает. Нормально. Да вообще не задувает пока. Тепло. Надеюсь, что мне так и будет тепло. Что я не стану остывать. Опа! Так, ну и вообще надо кофту снять. Но я сейчас еще не сразу буду спать. Как всегда, полежу, побалдею. А потом, наверное, попробую снять, если не замерзну. Ну все, всем спокойной ночи до утра. Надеюсь, все будет хорошо. Если будет что-то интересное, я обязательно включусь. Кстати, вспомнила. Мне некоторые пишут: Алина, ты, наверное, там боишься в своих походах, ты, наверное, там у костра до последнего, до талого сидишь, потом там трясешься в своей палатке и всю ночь не спишь, у тебя ни досыпания, ни высыпания. Да вы что, я сплю как убитая.
Я вот пришла, прошла маршрут, устала, да, пока на стоянке там все подготовила. Вот, и это же сил много отнимает. Я устаю и потом ложусь спать, и вот лежу сначала о чем-то думаю, а потом все, свет выключаю, и 5 минут и меня нет. Я всю ночь сплю. Мне некогда бояться. Я не прислушиваюсь там, что там где стукнуло, какой там где-то шорох. Нет, я этого не боюсь. Даже наоборот, интересно, когда звуки какие-то. Блин, мушки какие-то летают. Наконец-то проснулись. Ну все, теперь вот спокойной ночи до утра. Представляете, у меня упала ночью дверь, видимо. А я слышала, что что-то грохнуло, я еще испугалась. И это еще было вечером, когда я засыпала. И думала, что это какая-то ветка упала сверху на палатку. Ну, на шалашик. А это, кажется, дверь упала. Я вот так всю ночь спала с открытой дверью, получается. И даже не заметила. Доброе утро, земля. Время 6:30. Вылезла я по нужде. И все, пойду обратно валяться. Холодно пока. Холодно и ветер. Ой. В общем, я там камеру настраивала. Здесь там что-то видно вообще. Вот. В общем, время 8:30. Я даже снова поспала, даже мне какой-то сон приснился. Вот. Я вообще не замерзла, но когда вылазишь из спальника, сразу холодно становится. Даже с упавшей дверью я всю ночь, получается, спала. И я не замерзла. Но я сделала выводы, что в морозы я буду мерзнуть в этом спальнике, потому что сейчас не мороз, но там ночью, может, градуса 4, да, было 5. И я в пуховой куртке, я надела ее все-таки вчера вечером. Баф, пуховые носки, ну и сам спальник пуховый. И только за счет этого мне было комфортно спать. А если бы был хороший минус, я бы, наверное, подмерзала. Но по идее это надо проверять. Именно идти в мороз. Вот встаем, делаем дела. Неохота из тепла так всегда вылазить. Ну и лежать уже мне тоже надоело. Сейчас я уже ее специально уронила. А на улице хорошо. И вы знаете, такое ощущение, что даже теплее, чем там. Там получается холоднее. Можно было на улице спать. Но хотя нет, был ветер, и я бы замерзла.
Хорошо. Чувак, ну ты как? Как ночь пришла? Все нормально? Спасибо, друг, что дрова мои посторожил. Вообще я дрова прятала, думала, дождь же будет. Но пока солнечно, это радует. На завтрак у меня будет хоть и заварочная, но полезная каша. И тут я кофеечек брала. Это стевия. И сливки к кофе. И банан. Снег в руках мгновенно тает. Ой, как хорошо. Смотрите, какие удобные рога, это однозначно. И посуда здесь сохнет, и тут же носки, и ботинки, и полотенце, и кофта висит. Вообще, столько всего помещается. Здорово. Там у меня гамаши сохнут, там мешок, кондиционник, спальник уже вывернула на левую сторону, стельки. Вот такая стоянка, в принципе, после меня остается. Но я еще собираюсь. У меня еще горит даже костер. Вот дрова останутся, и там еще несколько напиленных. Тут все чисто. Кстати, напиленные дрова я принесу сюда, чтобы они не намокали. И здесь, ну потом я закрою ее. Здесь все так, как было. Кстати, надо вытащить, посушить. Знаете, сегодня же дождь весь день обещали, и погода реально портится. Похолодало. Сейчас я кофту даже надену. Ветер сильный, и небо все затянуло. Это не очень, потому что я хочу пойти в одно место. Вигвам, в общем. Я не знаю, в каком он состоянии, уже несколько лет там не была. А у Вигвама, как вы знаете, сверху такая дыра большая, потому что костер внутри посередине, чтобы дым выходил. И если будет дождь, он будет прям на костер тушить его. И я еще, самое главное,
Не брала ни газ, ничего, готовлю только на костре. И если будет дождь, я не смогу просто себе ничего приготовить. Дровишки сюда занесла, чтобы, если будет дождь, сильно не намочила. Ну и кору сюда положу. Такую огромную кору оставляю. А ты сторожи эти дрова, пожалуйста. И отдавай их только хозяину, который тебя сделал. Пасмурно стало совсем. Все небо затянуто. Все, я собралась. Попытаюсь проверить тот вигвам. Ну и если там реально остаться, то будет вторая часть.